Гоночные игры всегда были одними из моих самых любимых. За свою жизнь я прошел пару десятков игр этого жанра уж точно, ну или не прошел, а хотя бы начал. И серия Need for Speed всегда была самой значимой для меня. Я всегда с трепетом ждал релиза каждой новой части, и я играл в каждую игру серии, начиная с Hot Pursuit 2 2002 года. За исключением NFS Nitro, потому что у меня не было Wii, и Shift 2 Unleashed, хотя это формально уже и не совсем Need for Speed. Я пережил многие взлеты и падения серии, но всегда ждал новых игр. И вот после неоднозначных перезапуска 2015 года и Need for Speed Payback в ноябре 2019 вышла NFS Heat, которая должна была решить все проблемы этих частей и сверху предложить еще что-то новое. Удалось ли ей это? Сейчас и разберемся. Погнали! Что было не так с предыдущими частями? Ну, в случае с игрой 2015 года были проблемы с физикой поведения машин, там была очень слабая полиция, а сюжет был, не побоюсь этого слова, достаточно кринжовым, в общих чертах. В Payback немного допилили физику и сделали ее более понятной и предсказуемой, хотя нелюбимая многими механика с постоянным прохождением поворотов в дрифте, активирующимся одним касанием тормоза, так и осталась. Полицию также сделали куда более злой, но зато она пропала из свободной езды и стала доступна только в определенных заездах. А сюжет, ну скажем так, у него был потенциал. Не то чтобы в Need for Speed хоть когда-то был достойный сюжет и тем более сценарий, а это разные вещи, но все же хотелось бы чего-то поинтереснее. Несмотря на это, а также еще множество других более мелких косяков, это были в целом неплохие игры, которые вполне можно было пройти разок. Но ведь раньше планка качества была выше, взвоют давние фанаты серии, и в чем-то будут правы. И Hit пытается убедить игроков в том, что теперь все серьезно, как раньше, и поначалу это у нее более чем получается. Машины стали управляться совершенно по-другому, и с последними несколькими частями их физика имеет не так уж и много общего. Впервые после Most Wanted, Carbon и Pro Street дрифт не является единственным способом прохождения поворотов, и автомобиль может спокойно повернуть на городском перекрестке на скорости 170 км в час, не входя при этом в занос. И каждый раз, когда нужно провернуть такой трюк, лучше дважды подумать, стоит ли притормозить посильнее, и нужно ли начать поворачивать сейчас или на 10 метров раньше, потому что без дрифта пройти поворот сложнее, хотя одновременно с этим и быстрее. Опять же, впервые за очень долгое время. И это очень приятное чувство, когда получается выйти из поворота на максимально возможной скорости и ни во что не врезавшись. И чем дальше, тем интереснее, потому что на медленных начальных машинах это достаточно просто, а вот уже потом, когда вы добираетесь до суперкаров и просто очень быстрых монстров вроде BMW M5, это уже начинает ощущаться как небольшое достижение. С некоторыми машинами приходится бороться, особенно если у них задний привод и они норовят сорваться в занос, а на каких-то приходится чрезмерно снижать скорость, потому что они вообще не поворачивают. При этом игра все еще очевидно далека от симулятора, и это по-прежнему чистая аркада, поэтому несмотря на все это, привыкнуть к управлению и физике получается достаточно быстро, и она вполне предсказуемая в большинстве случаев. Радует, что машины в кои-то веки ощущаются по-разному, они могут пробуксовывать при старте с места, а в заносе вас может даже развернуть. Казалось бы, очевидные вещи, но последние лет 9 в Need for Speed такого практически не встречалось. Поэтому очень приятно видеть, что все это вернулось. А чувство скорости здесь просто сумасшедшая. С набором скорости у камеры становится заметно шире угол обзора, она отдаляется от машины и начинает сильнее трястись, и даже интерфейс становится меньше и немного плющится, а звуки проносящихся мимо машин, столбов и деревьев подчеркивают тот факт, что вы сейчас быстрее ветра. Отдельная история — это нитро, особенно когда установлен один большой баллон, а не много маленьких. Он опустошается сразу целиком и ускоряет машину настолько резко, что даже эффект рыбьего глаза появляется. Игра делает все, чтобы даже жалкие 180 км в час ощущались как все 250, и это у нее прекрасно получается. Хотя и без проблем не обошлось. Самая большая и заметная из них — это коллизия машин и дороги. Едете вы себе спокойно 300 км в час, никого чудом не трогаете, а впереди поворот. Вы притормаживаете, нормально в него вписываетесь, но задеваете бампером тротуар. Surprise, motherfucker! Все, машина взлетает на 10 метров в воздух, делает шестикратное сальто и приземляется на крышу. То же самое может произойти, если дорога вдруг начинает подниматься вверх. Вы заденете бампером поднимающийся асфальт и в лучшем случае просто подпрыгните, в худшем я уже описал. И чем ниже ваша машина, тем выше вероятность того, что это произойдет. Я на данный момент накопил в гараже 47 машин из 130 доступных в игре, и больше половины из них страдают от этого. Конечно, далеко не везде подобную дичь можно поймать, но то, что она есть и вы в любом случае с ней столкнетесь рано или поздно, расстраивает. Особенно с учетом того, что в предыдущих частях такого не было. А еще впервые после Need for Speed Rivals 2013 года машины стали ломаться, и если вы будете слишком много бить свою
свое транспортное средство, то со временем оно разобьется и вас телепортирует в гараж. И я ничего против этой механики не имею, наоборот, я ее приветствую, особенно с тем контекстом, с которым она существует в игре. Но вот то, что работает она абсолютно непредсказуемо, начинает бесить сразу. Вы можете въехать в стену в лобовую на 320 км в час, и у машины уйдет четверть здоровья, но при этом же можно стукнуться о заграждение бочиной на 200 км и потерять 50%. Вы можете 2 раза подряд бортануть преследующего вас полицейского, который едет справа от вас, только первый удар отнимет 5%, а второй 20%. И никогда не угадать, насколько уменьшится эта треклятая полоска при очередном ударе, и это в любой момент может привести к абсолютно неожиданному гейм-оверу. Вот так как получше будет. Для игры вышло уже несколько крупных апдейтов с множеством улучшений и исправлений багов, но эти вещи не исправлены до сих пор, что расстраивает. Ну ладно, пока можно отвлечься на одну весьма интересную механику в NFS Heat, и это смена дня и ночи. Она не динамическая, игрок при выезде из гаража сам выбирает, хочет ли он гонять при свете дня или во тьме ночной, хотя в свободной езде тоже можно светлое время суток превратить в темное, но не наоборот. И в зависимости от времени суток игра ощущается и функционирует по-разному. Днем вы участвуете в легальных соревнованиях на закрытых трассах и зарабатываете деньги, на которые потом можно покупать новые машины и улучшения для них, как визуальные, так и меняющие характеристики автомобиля. Полицейские не обращают на вас особого внимания, если вы не начнете их провоцировать, таранить их машины или слишком много бибикать рядом с патрульными. А даже если вы ввяжетесь в погоню, то полицейские будут не слишком агрессивны даже на максимальном 5-м уровне преследования. Да и после погони уровень сбрасывается до нулевого. А еще вы можете бесконечное количество раз ремонтировать машину, проезжая через заправки. Но стоит включить ночной режим, как игра преображается. Город заливается яркими неоновыми огнями, вы участвуете в нелегальных гонках, лавируя через ночной поток машин с полусонными водителями, и зарабатываете очки репутации, которые повышают ваш уровень. С повышением уровня разблокировываются новые машины и новые запчасти для них, кроме визуальных, они все открыты сразу. Но есть подвох, эти очки репутации повышают и ваш уровень преследования, и чем больше гонок вы выигрываете, даже если не встречаетесь с полицией, тем выше уровень преследования. Он, как и днем, варьируется от нулевого, когда вы не интересны полицейским, до 5-го, когда они начинают преследование сразу же, как только замечают вас. И этот же уровень служит множителем для очков репутации, которые вы заработали в течение этой ночи. Сбрасывается он только тогда, когда вы добираетесь до гаража, или самостоятельно, или на разбитой машине, или после ареста. Полиция ночью более агрессивная, и служители закона куда более охотно идут на таран, чтобы побыстрее вывести ваш автомобиль из строя. Не говоря о том, что это уже плохие копы, которые даже разговаривают по своему радио более фривольно и не стесняются в выражениях, в отличие от хороших полицейских днем, у которых выражения куда более официальные, и они гораздо чаще используют свои полицейские коды. I won't pass up another chance to stop this one. Control, I'm in pursuit again. They're drawn to the attention you've given them. Come on, move it, everyone. I want them caught this time. 4221 to Control, come in. 4221, QSK. Pursuing the possible 40. What is your QTH? Subject is traveling northbound on Rising Sun Lane. От ночных копов оторваться сложнее, чем от дневных, и если они вас поймают, то из всей репутации, что вы заработали за ночь, вам достанется только ее часть без множителя, а еще у вас отнимут какое-то количество денег. Количество ремонтов на заправках ночью ограничено, можно починиться только 3 раза, после чего продолжать кататься вы можете только на свой страх и риск. Быстрое перемещение ночью также недоступно на всех уровнях преследования, кроме нулевого, поэтому до всех гонок и гаражей вам придется добираться самостоятельно, желательно избегая столкновений с полицией. Появляются особые заезды, доступные на 3-м и 5-м уровнях, за которые дают повышенные награды, деньги, а также какое-либо улучшение высокого уровня, но сложность там выше, а полиция вяжется в гонку со 100% вероятностью. Меняется и музыка, она переключается на более агрессивный рэп и трэп. Все это вместе создает чувство опасности, потому что ездить ночью вечно не выйдет, почти на каждом углу поджидает полиция, а ставка со временем все больше. Чем больше заработаешь, тем больше из этого потом теряешь, если потерпишь неудачу. Короче говоря, ночь — это что-то вроде режима выживания,
который обязателен для того, чтобы открывать новые машины и детали, а день – это спокойный заработок денег. И это прекрасная механика, которая к тому же и реализована весьма неплохо и сбалансирована. Во время прохождения вы проводите примерно одинаковое количество времени днем и ночью. Игра не ставит перед вами непроходимых стен, из-за которых приходится заниматься гриндом, и почти нет филлерных сегментов, когда вас заставляют переключаться в другое время суток просто потому, что так надо для продвижения. От этого не устаешь, потому что каждые минут 40 день сменяет ночь и наоборот, и надоесть конкретное время суток просто не успевает, а из этого следует неплохая динамика прохождения, что для гоночной игры, пожалуй, особенно критично. Но есть проблема. Когда вы разблокируете все улучшения и все машины, когда вы достигнете максимального 50 уровня, ночь теряет всякий смысл, потому что зарабатываемые там очки репутации уже никуда не идут, разблокировать больше нечего и заниматься там тоже становится нечем. Исчезает какая-либо цель. Днем же по-прежнему можно зарабатывать деньги на новые машины и всякую мишуру, а ночь перестает приносить пользу вообще. И это проблема, потому что, как по мне, в темноте кататься куда интереснее, там острее ощущения, но смысла в этом уже никакого. Печально. Чем можно заняться в Need for Speed Heat? В первую очередь, само собой, можно участвовать в гонках. Они бывают трех разных видов. Обычные гонки, дрифт и оффроуд. Причем первые делятся еще на 3 вида. Кольцо, спринт и гонки на время. Днем чаще встречаются нудноватые кольцевые заезды, ночью больше спринт. Против таймера можно гонять только днем, причем именно эти заезды отличаются наибольшей креативностью. То вас по монорельсу заставят ехать, то ширину трассы ограничат заграждениями, чтобы машина едва влезала, то поворотов понатыкают столько, что даже не успеваешь их отслеживать. Оффроуд также бывает либо спринтовый, либо кольцевой, но ночью по бездорожью почему-то вообще никто не катается, что странно. Дрифт же всегда сводится к набору максимального количества очков, и он всегда сольный. Каждый заезд имеет свой рекомендуемый уровень производительности машины, причем многие из них имеют даже 2, для машин послабее и для машин помощнее. После Payback приятно, что игра не заставляет иметь хотя бы по одной машине для каждого вида гонок, и более того, можно даже на машине, построенной для дрифта, заявиться на оффроуд соревнования. Вряд ли вы выиграете, но сам факт того, что игра вас в этом не ограничивает, очень греет душу. И автомобили больше не привязываются к конкретному классу, вы всегда можете заменить несколько деталей, чтобы типа раллийный 9 Эвик стал разрывать всех на асфальте, не нужно покупать новую машину или пересобирать имеющуюся заново. На этом моменте можно переключиться на тюнинг, и здесь есть что сказать. Он был неплох еще в предыдущих 2 частях, но здесь он стал еще круче. Визуально можно изменить практически любую машину. Бампера, спойлеры, фары, диски, тормозные суппорта, вид шин, неон, цвет дыма и нитро и многое другое представлено в огромном ассортименте. В автосалоне при выборе машины даже указывается рейтинг кастомизации, чтобы еще до покупки было понятно, сколько разных косметических деталей для нее доступно и насколько сильно они могут изменить внешний вид. Это очень удобно. В плане кастомизации Need for Speed уже несколько лет круче всех, и это факт. Что-то ей противопоставить может разве что Decreo 2, но выбора деталья там часто меньше. Также в пользу Heat идет мощнейший редактор винилов, который по сути не менялся еще с 2015 года, но он все еще очень хорош, и он все еще лучше, чем в других играх. Количество слоев почти не ограничено, выбор деколей крайне обширный, большинство из них можно покрасить в любой цвет и выбрать тип покрытия, а располагать их на машине очень удобно. Причем обклеить можно даже стекла, хотя лично я в этом особого смысла не вижу. Я вообще недостаточно усидчивый для того, чтобы создать какую-то крутую ливрею, поэтому чаще ограничиваюсь либо просто черной крышей, либо обращаюсь к комьюнити, потому что своими работами можно делиться, и для каждой машины их сотни, среди них часто можно найти действительно красивые варианты. Хотя даже одной перекраской можно здорово преобразить машину. Здесь есть много разных вариантов лакокрасочного покрытия, можно даже в карбон машину затянуть. Но и это еще не все. NFS Heat предлагает 2 новые функции кастомизации. Во-первых, можно настраивать звук выхлопа. Тембр, резонанс, количество прострелов – все это можно гибко настроить и получить такой звук, что мурашки по коже пойдут еще до того, как вы выйдете на улицу. Во-вторых, в игре появилась интеграция с мобильным приложением NFS Heat Studio. Вы входите в свой аккаунт EA в игре и в приложении, после чего вы можете настроить внешний вид машины на телефоне, а затем одной кнопкой применить эту кастомизацию в игре. Не супер полезная, но весьма интересная и классная функция. Тюнинг производительности также претерпел значительные изменения, особенно в сравнении с Payback. Ушли те дурацкие карточки и вернулась более-менее традиционная схема с покупкой новых запчастей. Каждый вид деталей поделен на несколько уровней, чтобы их было проще определять. Сток
стоковые, спортивные, Pro, элитные, Ultimate и Ultimate Plus. Причем примерно половина видов имеет еще и свои вариации. К примеру, на дух двигателя можно выбрать из одной турбины Twin Turbo и 3 видов нагнетателей. Есть разные виды шин и подвесок для дрифта, оффроуда, асфальта, а также промежуточные варианты. Можно поставить коробку передач с меньшим или большим количеством ступеней. Есть дополнения вроде небольшого ремкомплекта или уменьшения получаемого повреждения, но самое главное, впервые в Need for Speed есть возможность смены двигателя. Да, можно даже посягнуть на святое и поставить в 34-й Skyline V8, потому что почему нет? Эта возможность позволяет дать новую жизнь слабой машине, и таким образом можно пройти всю игру целиком, не купив ни одной новой тачки. Если вам нравится гонять на старенькой BMW M3 E30 и вы не хотите с ней расставаться, родной двигатель уже на пределе, а вас все равно все обгоняют, просто поставьте другой, более мощный. Можно даже заранее снять все улучшения со старого и поставить их на новый, и не тратить еще больше денег. Все ваши приобретенные улучшения и даже двигатели, которые нигде не используются, хранятся в вашем инвентаре, и вы всегда можете их где-нибудь использовать. Ну или продать. Даже до гаража не обязательно добираться. И да, в игре нет доната, а баланс вполне нормальный, поэтому на улучшения и машины всегда можно быстро заработать, и денег хватит на много разных вещей. Помимо гонок и тюнинга в игре можно заняться собирательством. По всей карте разбросаны граффити и прочий стрит-арт, который можно собирать и потом применять на свою машину как винилы, неоновые фламинго, которые можно сносить, трамплины, с которых нужно как можно дальше прыгать, билборды, которые надо разбивать, дрифт-зоны, в которых требуется набрать максимальное количество очков, и скоростные радары, через которые нужно проезжать на максимально возможной скорости. Каждая из этих активностей приносит небольшое количество денег и репутации, кроме стрит-арта, а за завершение каждого из видов открывается особая машина. За завершение вообще всех еще одна Ferrari 488 Pista, одна из самых редких в игре, и у меня она есть. Удобно, что все эти штуки можно отслеживать в меню, где они еще и отсортированы по районам, и до некоторых из них можно построить маршрут, что значительно облегчает задачу. Еще из занятий есть полицейские погони, про которые я уже упоминал раньше, но сейчас я остановлюсь на них поподробнее, потому что погони в Heat лучшие со времен того самого Most Wanted. Со звездочкой. Как и там, уровень преследования со временем повышается, только не до 6, а до 5, хотя особой разницы нет. На первом за вами лениво плетутся обыкновенные патрульные Ford Crown Victoria, от которых оторваться достаточно просто даже на слабой машине. На втором уровне их сменяют более мощные Dodge Charger, которые ездят уже бодрее, хотя особых проблем они все равно не доставляют. А вот на третьем к ним присоединяются C7 корветы, и уже от них удрать затруднительно. На четвертом за вами охотятся уже только корветы, но появляются полосы с шипами только ночью, а на пятом над головой летает вертолет, и навстречу вам несутся огромные броневики, тоже только ночью. В отличие от Most Wanted 2005 года и Carbon, полицейские берут не количеством, а агрессией, и здесь они стараются не остановить и окружить вас, а разбить вашу машину. Связано это в первую очередь с ограничениями движка Frostbite, который не вывозит много быстро движущихся машин на экране одновременно, поэтому если в старых играх было нормально видеть на хвосте по 15-20 копов, а то и больше, то здесь даже на 5 уровне редко бывает больше 5-6 машин. Но они при этом ни в какую не хотят от вас отрываться, даже если вы пытаетесь их запутать, резко поворачивая на каждом перекрестке в городе, и даже обычные патрульные машины, которые только включаются в погоню, разворачиваясь со встречной полосы, специально подставляются вам под колеса, чтобы вы как минимум замедлились. Скорее всего, машина полицейского от удара разобьется сразу, но и вам достанется не слабо. Броневики работают примерно так же, как внедорожники в Most Wanted и Carbon, только здесь он едет один, а вас об этом предупреждают. Но даже это предупреждение далеко не всегда спасает, и шанс встретиться с этой горой на колесах всегда велик. Но почти всегда у вас есть возможность свернуть с дороги и поехать прямиком в какой-нибудь лес или поле, прямо по траве, и вот здесь за вами точно не угонятся. Ну, нет. Даже если вы в машине, построенной для оффроуда, для которой гнать больше 200 км в час по бездорожью это вообще не задача, вы все равно не уйдете от полиции. И помните, что при всем при этом надо быть аккуратным, потому что они вас активно таранят, и машине от этого очень больно. Вас могут устранить буквально за 5-6 хороших ударов. И все это действительно вселяет чувство опасности, и полиции на высоких уровнях преследования начинаешь бояться, а значит, разработчики сделали свою работу хорошо. Наконец-то в НФС вернулись жаркие погони. Но я, помнится, говорил про звездочку. Так вот, заключается она в 3 вещах. Во-первых, просто так уйти от полиции нельзя. Но как бы в этом и смысл, не? Да, в этом и смысл, но только в Most Wanted и Carbon были разрушаемые конструкции, которые можно было снести и обрушить на преследующих, чем можно было прервать погоню, и весь город был напичкан этими штуками. Но в Heat такого нет. Полицейские будут гоняться за вами, пока им не надоест. Конечно, есть пара способов облегчить уход от преследования. Либо прыгать через какую-нибудь реку или что-нибудь такое, потому что это гарантированно разобьет, если не все, то большинство машин полиции.
либо можно забираться на высотные конструкции, вроде крыши заброшенного торгового центра или грузовых контейнеров в доках. Но таких мест очень немного, и они не обозначаются на карте, а город большой, поэтому по пути вас могут арестовать хоть трижды. Во-вторых, при всей агрессии местных полицейских ведут они себя как будто заскриптовано. В одних и тех же гонках они гарантированно появляются и начинают погоню в одних и тех же местах, а тот факт, что они от вас не отстают, это заслуга кетчап в его чуть ли не терминальной стадии. Не то чтобы это сильно портило впечатление, но осадочек остается. А третий момент, такими злыми копы были только на релизе. И это было весело, но многие говорили, что им слишком сложно уйти от полиции, поэтому с обновлениями ее нерфили несколько раз, и сейчас копы немного вялые даже ночью на 5-м уровне преследования. Очень жаль, это как раз один из тех случаев, когда прислушиваться к аудитории не самая лучшая идея. Итак, из занятий у нас уже есть гонки, тюнинг, коллекционирование, полиция, и еще я забыл... Все в принципе. Больше в игре нет ничего. Есть сюжет, но о нем позднее, а кроме этого здесь делать больше нечего. И пока вы проходите сюжет, пока вы что-то открываете со временем, играть еще интересно, но после этого становится абсолютно нечего делать. Я даже какое-то время гонял в онлайне, несмотря на то, что я не люблю мультиплееры, и он не отличается от сингла вообще ничем, кроме того, что игра очевидно не ставится на паузу, кроме вас по городу носится еще 15 человек, а еще вы можете перед началом гонки разослать приглашение всем на сервере, чтобы вы гоняли не одни, а с кем-то еще. Но из моего опыта инвайты редко принимают больше 2 человек, а иногда и вообще никто. И никаких отдельных онлайновых активностей в игре тоже нет, так что единственное, что остается делать после прохождения сюжета и открытия всего, что только можно, гриндить деньги и скупать машины. Первое время это даже немного интересно, потому что, как я говорил, автомобили тут весьма разные, и пробовать новые пепелацы вполне весело. Но потом начинаешь понимать, что это бессмысленная работа. Где-то полчаса-час покатался на одних и тех же дневных трассах, за которые больше всего денег дают, потом купил машину, затюнил ее и все сначала, и это ни к чему не приводит. Игра становится пустой, и это грустно. Сюжет, значится. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, сразу скажу, что он здесь такой же плоский и предсказуемый, как и в любой другой части Need for Speed. Он пытается в какое-то серьезное повествование, но получается не очень. Из-за спойлеров вряд ли кто-то расстроится, но если вдруг, тайм-код на экране. На этот раз я его правильно поставил. Спойлеры начинаются через 3, 2, 1. Итак, мы играем за безымянного персонажа, внешность которого можно выбрать в начале игры. Хотя при отсутствии имени голос у него или у нее все равно есть, что уже хорошо. Не мой протагонист даже в гоночной игре в 2020 году это очень тупо, так что спасибо хоть на этом. В общем, начинается все с ночной уличной гонки с участием какого-то Джо, машиной которого мы управляем, Анны Ривера, местной гонщицы и еще нескольких человек. Но гонку накрывает полиция во главе с лейтенантом Мерсером и офицером Шоу. Они жестко задерживают Джо, чей красивущий Polestar 1 улетает с моста в воду. Эти полицейские из специального отдела по борьбе со стритрейсингом, который возглавляет Мерсер. Но тут подъезжает офицер Торрес и говорит, что подобные методы не очень хорошо отразятся на их репутации, поэтому они отпускают Джо домой пешком. После этого действие переносится на несколько дней вперед, и наш ГГ оказывается в гараже у Лукаса Ривера, который должен дать стартовую машину и подготовить к большому состязанию Speed Hunters, который проходит в городе. Правда, вскоре объявляется его сестра Анна и начинает втягивать протагонистов в стритрейсинг. И сначала все идет хорошо, но затем объявляется Шоу и забирает машину Анны на штрафстоянку. После этого она без спроса забирает Chevrolet Camaro своего отца, над восстановлением которого работал Лукас, и вместе с главным героем продолжает участвовать в гонках. Но на них снова выходит Шоу и пускается в погоню, но ГГ разбивает его машину, а в процессе из его багажника начинают сыпаться деньги. На следующий день с этим дуэтом связывается Торрес и предлагает встретиться. Она дает наводку на одного из своих чуваков и предлагает за ним проследить. Этот чувак приводит их к тайному гаражу, в котором специальные люди готовят к продаже конфискованные машины, и 350Z Анны в том числе. Мерсер об этом узнает и силой забирает с собой Анну и ГГ, чтобы выяснить, кто им проболтался, заодно связав Лукаса в его собственном гараже. Но он выбирается и выручает их, протаранив полицейскую машину Мерсера. После этого они стягивают его служебный компьютер и расшифровывают на нем данные обо всех его злодеяниях и сливают их в прессу. Журналисты моментально это подхватывают, а Мерсер вынужден бежать и скрываться от полиции. Но Анна, Лукас и игрок, а также их товарищи-гонщики, которых они повстречали за все это время, устраивают большую нелегальную гонку, чтобы привлечь полицию к докам, откуда украденные машины должны были быть отправлены покупателям. Оттуда вырывается Мерсер на той самой BMW M3 GTR, и ее нужно таранить, пока она не сломается. Когда она все же глохнет, мы оставляем его одного по просьбе Торрес, которая подъезжает к нему и убивает его. Об этом никто не узнает, и она становится новым главой отдела по борьбе со стритрейсингом. Все, весь сюжет.
Мне даже раскрывать толком нечего, я буквально пару необязательных сцен пропустил. Персонажи плоские, интриги почти нет, и ладно бы это. Есть у меня ощущение, что это самая короткая сюжетная линия в серии после The Run. Тот проходился где-то часа за 3. На хит же лично у меня ушло 3 вечера по 2-3 часа, даже с учетом того, что я отвлекался от основного сюжета на другие вещи. Игра проходится очень быстро, и я не понимаю, почему так произошло. В плане качества у меня претензий на фоне остальной серии нет, потому что в прошлых играх сюжет не лучше, включая Most Wanted, Undercover и The Run. Да, тут иногда есть неплохие диалоги. We gotta crack this, it's all we've got. Let's take a guess. Does Mercer have a cat? I'm gonna pretend I didn't hear that. Oh, you got a better idea, genius? А еще есть пара интересных миссий в стиле проследить за тем чуваком и защитить друга, что очень нетипично для Need for Speed, но при этом хорошо работает на сюжет и вносит разнообразие в геймплей. Хотя и идиотизма, от которого так и тянет пробить себе ладонью лоб, здесь тоже более чем хватает. I'm sending you some software to unlock the laptop. Just put your phone next to the machine and it should open it up automatically. Но вот почему история такая короткая, не имею ни малейшего понятия. Так что если кто почему-то ожидал сильного сюжета, то увы его здесь нет. Он просто нормальный по меркам жанра. Ну и хотя бы не такой скучный, как в 2015 и Payback. Но в чем игра точно хороша, это саунд-дизайн. То, как звучат машины, это просто праздник, особенно с учетом настраиваемого выхлопа. Конечно же, без классической E46 GTR из Most Wanted в современных Need for Speed никуда, но на сей раз это не то разочарование из прошлых частей, когда это была обычная дорожная М3 с обвесом. Теперь это отдельная полноценная гоночная машина со своим салоном, со своими настройками и со своим звуком. И звучит она восхитительно. Не так, как Most Wanted, но тоже очень круто. Главное, сохранили свист коробки передач, больше для счастья и не нужно. Практически все двигатели V8 звучат злобно и угрожающе, как и должны, особенно мощный и басовитый рык был замечен у Koenigsegg Regera. В общем, звучит игра круто, в плане эффектов. А вот саундтрек весьма спорный. Трек-лист поделен на несколько частей. Одни песни звучат при свободной езде днем, другие при дневных гонках, третьи в гараже, ну и отдельная музыка для ночных гонок и ночной езды. Днем звук более спокойный и в основном представляет из себя не то электронику, не то какой-то рэп, не то еще что-то, но среди всего этого есть нормальное такое количество песен на испанском или португальском, не очень различаю эти языки, что объясняется сеттингом. Действие происходит в вымышленном городе Палм-Сити, который является аналогом Майами. Ночью, как я говорил, звучит более злой трэп, рэп или что там еще сегодня зумеры привыкли слушать. В гараже самый нейтральный и в то же время адекватный, на мой вкус, набор композиций. Тот случай, когда вроде что-то интересное в саундтреке найти можно, но вместе с этим тут столько мусора, что хочется просто выключить музыку и не вспоминать, что она здесь в принципе есть. Обидно, что рок-музыки в игре нет вообще ни в каком виде, ни намека на нее. Хотя опять же, в сеттинг неонового Майами она не сильно вписывается, но все равно обидно. Графика в игре приятная, пусть и погребенная под сотней разных фильтров, включая увеличенную резкость. В целом оно, конечно, делает картинку интереснее, но иногда контрастность становится уж слишком высокой и что-то рассмотреть становится сложновато. Также у игры есть проблемы с дальностью прорисовки, и некоторые весьма заметные объекты имеют свойство появляться буквально перед носом, да и текстуры все время подгружаются очень долго. За что опять спасибо движку Frostbite, который в очередной раз демонстрирует свою профнепригодность в жанре гонок. Ну хоть производительность хорошая. На моей PlayStation
PlayStation 4 Slim игра честно идет в 1080p при 30 кадрах в секунду и не притормаживает, не фризит, все хорошо. Хотя я слышал, что и на компьютерах есть некоторые проблемы с оптимизацией, включая подгрузку текстур и объектов. Зная Payback, я верю в эти заявления. Но графика — это не только техническая реализация. Дизайн карты в NFS Hit весьма неплохой, есть несколько примечательных мест, да и красивые панорамы здесь не редкость. Хотя тот факт, что большую часть карты покрывает лес, все же делает данную местность несколько однообразной. Но только визуально, потому что функционально в плане вождения тут все интереснее. Есть и длиннющие прямые, на которых можно разгонять машины до максимальной скорости, есть серпантины, идеально подходящие для дрифта, и несколько городских районов, которые требуют хорошей техники вождения. В общем, этот город дает раскрыть все механики и возможности вождения, доступные в игре. Также хороша работа с освещением, особенно ночью, да и эффекты дождя очень классные. Еще здесь есть неплохой и весьма удобный фоторежим, правда настроек в нем немного не хватает. К примеру, почему-то нет возможности настроить размытие в движении и диафрагму объектива, чтобы сделать размытие фона сильнее или слабее. Да и в принципе настройки не очень гибкие у него, хотя хороший скриншот все равно вытянуть можно. И знаете что? Need for Speed Heat — это хорошая игра. Базовые механики выполнены хорошо, вождение классное, тюнинг отличный, смена дня и ночи — интересная идея, но игре не хватило полировки, многое здесь не доведено до ума. Возможно, причина в том, что разработка велась в спешке, хотя было ли это так, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Это хорошая игра, в которой есть интересные и хорошо сделанные вещи, но практически каждой из них можно противопоставить какую-либо проблему или косяк. Она производит хорошее первое впечатление, но когда начинаешь копать глубже, а к этому моменту уже внезапно заканчивается сюжет, то становится ясно, что оно по сути обманчиво. Водить приятно, но есть проблемы с коллизией и повреждениями. Карта большая и красивая, но пустая. Заняться вроде есть чем, но после прохождения сюжета оказывается, что на самом деле нет. Онлайн просто бессмысленный. И это все равно лучшая Need for Speed после The Run, лучшая с 2011 года. Не поймите неправильно, это неплохая игра и от нее можно получать удовольствие. Проблема только в том, что наслаждение не будет долгим. Самое обидное во всем этом то, что разработчики обещали поддержку обновлениями, лайв-сервис наподобие оного в Forza Horizon 4, The Crew 2 и прочих даже не гоночных онлайновых играх. Однако со дня релиза прошло уже больше полугода, для игры вышло 5 неплохих по размеру обновлений, но лишь одно из них принесло новый контент, остальные же были про исправление багов до улучшения по мелочи. Да и то контентное обновление ни о чем на самом деле. 2 новых машины, из которых одна платная, и небольшой набор заданий для каждой из них, который выполняется буквально часа за полтора. Все. И с одной стороны понятно, почему так происходит. У студии Ghost Games скорее всего уже были проблемы с EA после провальных запусков NFS 2015 и Payback, чем объясняется анонс игры всего за 3 месяца до релиза и небольшое количество информации в медиа до выхода игры. А в феврале 2020 года студия вовсе была сокращена. В ней осталось примерно 30 человек, которые будут заниматься поддержкой других проектов EA и помогать с движком Frostbite, а часть других людей была переведена в Criterion Games, которая и выпустит следующую игру серии. До этого она отметилась шикарным перезапуском Need for Speed Hot Pursuit 2010 года и очень таким себе Most Wanted 2012. Обидно здесь то, что игре нужна была всего пара крупных обновлений, и она стала бы гораздо лучше, у нее есть огромный потенциал. Исправили бы досадные баги, добавили бы контента и активности, сбалансировали бы ночь, насытили бы онлайн разными событиями, и все было бы прекрасно. Это более чем возможно за полгода. Но видимо Need for Speed уже не такая приоритетная франшиза для EA, как лет 10 назад, и студию можно прикрыть уже заранее, дав ей достаточно времени только до релиза игры и на пару мелких обновлений. И Need for Speed Heat — это юбилейная игра, с ней серия отмечает свои 25 лет. Самая первая игра The Need for Speed вышла в 1994 году. Еще одна причина, почему Heat не заслужила такой участи. Но она ее уже постигла, и игра по большому счету уже практически мертва. В онлайне людей не очень много, про обновление уже больше 2 месяцев вообще никаких новостей, и на данный момент нет никаких предпосылок к тому, чтобы что-то изменилось. И это грустно, потому что игра-то неплохая, а в нынешних реалиях, когда гоночных игр практически не выходит, а нормальные вообще не каждый год появляются, каждый новый релиз на вес золота, ну почти каждый. И у NFS Heat были все шансы стать, не побоюсь этого слова, одной из лучших гоночных игр этого поколения, если не на релизе, то хотя бы с обновлениями, но судя по всему уже слишком поздно. Так что на данный момент мой вердикт таков: если вы найдете NFS Heat по хорошей скидке, то можно и взять, вы приятно проведете время. Но как ни печально, проще уже забить и ждать 2021 года или когда там следующая часть выйдет. Надеюсь, у Criterion все получится, а EA не будет вставлять им палки в колеса.
Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях свое мнение об игре, если вы в нее играли. А если нет, то хотя бы что-нибудь. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, делитесь им с друзьями, это поможет развитию канала, и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео в духе этого. До скорого.